Ухелянд бежал с окраины, шапка на бекрень, до песни. Дамы и господа, друзья, здравствуйте. Вы знаете, что добро побеждает всегда зло? Я знаю, вы согласитесь со мной. Бывает, длится это немножко дольше, но все равно добро побеждает зло. И я вам расскажу сейчас один пример. Это было в начале всей этой вот глобальной заварушки. В то время было у меня 4 канала в одной соцсети, где только шорты выпускаются. Я не буду рекламировать, что за канал, только короткие видео. Вы сами догадались, что это. И я случайно нарвался там на рекламу от Макдональдса в Швеции. Я не поверил сначала, я зашел на официальный сайт. Правда, там было: шведы выпустили в Макдональдсе Бандера бургер. Да, так и назывался, Бандера бургер. Думаю, ну ладненько. Я собрал всю информацию на английском, шведском, перевел все, что можно было про этого героя, в кавычках. Также я сделал пост в одном из своих каналов. Там было около 50 тысяч подписчиков. Ну, они и до сих пор еще есть, и больше уже подписчиков там. И мы начали, да, все вместе писать во все возможные офисы Макдональдса и отсылать, кто был Бандера. И вы знаете, 3 дня я получил письмо с кучей извинений. То, что это ошибка произошла, что этого не будет. И мы уже сняли с продаж, и такого названия никогда не будет больше. И правда, я зашел, посмотрел, нету. А тем более в Скандинавию часто езжу, ну нет такого, все, нету. Понимаете, вот даже чуть-чуть сделали добра мы все вместе, уже хорошо. Можно, если нас много, можно что-то сделать. Вот, так что, ребятки, попрошу вас теперь подписаться в телеграм-канал. Здесь вы видите QR-код. В комментариях и в описании будет линк. Присылайте свои истории, ролики, и мы вместе сделаем мир добрее. Ну а теперь посмотрим на одну особь, временно пробывающую здесь, которой не нравится Германия. Давайте посмотрим. Люди, которым нравится Германия, ну вы реально уже настолько поддались этой депрессии, этому безысходности этому трэшу вообще, что вы согласны всю свою жизнь здесь провести? То есть, проживая в Германии, получая пособие, да, квази это называется жить как шмародца, да? Это трэш, она это называет трэшем. Давайте дальше смотрим. Блин, ну я не знаю, зная, какой бывает сервис. Здоровый. Она говорит о сервисе. Она много знает о сервисе в Германии. А чё ж ты сюда приехала тогда, если тебя сервис не устраивает? Зная, какая вообще может быть жизнь, вы готовы ради вонгельта, ради пособий. Вот поэтому ты сюда и приехала. Ради вонгельда и пособий. Вот тут ты поэтому и находишься. Смотрим. Подстраховки, вдруг с вами что-то случится, за вас государство квартиру будет платить. Вы реально готовы? Вот опять, да, платить. Этот человек настроен, вонгельд, платить, сервис, вот что надо ей, понимаете? Вот что надо ей. И так как это ей мало всего в Германии, ей это не нравится. Вы реально готовы на это жизнь положить? Или, может быть, вы хотите жизнь взять в свои руки и зажить так, блин, сейчас, здесь и сейчас, не дожидаясь, когда с вами что-то случится, и за вас государство будет платить. Хотя и эта система скоро лопнет. И представьте свое разочарование, когда... За вас государство будет платить. Но она на это и надеется. В принципе, на данный момент так и есть, да? Государство за вас все это платит. Когда вы отучились здесь на аусбильдинге, потратили кучу времени на реальную херню, потому что аусбильдинг здесь это какая-то херня. Ага, аусбильдинг в Германии здесь какая-то херня.
А значит, 23-летняя или 23-летний парень или девушка, прибывшие с ИВНА Украине, из ВНА, имея 3 диплома в 23 года, это как можно получить 3 диплома, интересно? Скажите мне, высшего образования, ФИР, ЮНФА, еще что-нибудь, да? Как это возможно? Они выучены. А тут Ausbildung – это херня. Слушаем дальше. Мне очень самому интересно даже. Вот, то есть потратили свое время, и потом представьте свое разочарование, когда просто рухнет эта система, а она рухнет. По-любому она рухнет скоро. По твоим утверждениям, эта система скоро рухнет. Зачем же ты здесь сидишь? Зачем ты тратишь просто казенные деньги? Ведь есть куда возможность эти деньги потратить. Детские сады в Германии, немецкие пенсионеры, социальные выплаты немецким пенсионерам, как те, которые платили налоги всю свою жизнь. Вариантов есть много, поверь. И вы такие сели, блядь, потеряли кучу времени, кучу, да, свои лучшие годы, хотя в это время могли обучиться реально крутым направлениям, не зависеть абсолютно от работодателей, от этой страны и заработать себе на пенсию, скажем так, да, то есть просто надо вникнуть в профессии будущего, в профессии настоящего. Ну, судя по твоим роликам, ты вникла в профессию будущего, профессию настоящего. Я заметил это, да, очень заметно. И уже создавать свою реальность, а не сидеть и рассчитывать на какое-то государство. На какое-то государство. Это государство тебе платит социальные выплаты. Ты живешь на социальные выплаты этого государства, на налоги людей, которые здесь работают. Не забывай это, да? И будь это благодарна. Я сказал все, друзья. Теперь шаг за вами. Я хочу от вас услышать мнение о этой особи. Пишем, комментируем, лайкаем. И не забываем подписываться здесь и в телеграм-канале. До встречи. Скрізь порядок, ну куди там, але душа моя нещасна, все одно сумує, так і знай. Німеччина моя, Німеччина, ти як мачуха для мене, все не так і все не те, але ж я живу тут, ха-ха-ха. Їхня кава, тож не кава, а якась там бурда, ну право, і дороги в них рівнесенькі, але ж серцю миліші вибоїни. Німеччина